Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствуем вас в пресс-центре Российского агентства международной информации РИА Новости. Начинаем пресс-конференцию. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего собеседника. Это чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации Дорит Голлендер. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить госпожу посла с официальным вступлением в должность. И это ее первая пресс-конференция, насколько я понимаю. Вот. И тема сегодняшней встречи «Россия-Израиль. Достижения и планы на будущее». В преддверии 20-летия восстановления дипломатических отношений новый посол Израиля в России расскажет о достижениях двусторонних связей, перспективах и направлениях стратегического сотрудничества, актуальных событиях на Ближнем Востоке, в том числе о ходе израильско-палестинских переговоров. Я представляю государство Израиль в Российской Федерации. В Москве всего 1,5 месяца. За это короткое время мне удалось встретиться с очень большим количеством журналистов. Я с гордостью говорю о том, что на мою долю выпала честь представлять страну, из которой я уехала 43 года тому назад, и сегодня вернулась сюда в новом качестве, в другую страну, в другую Россию, к другим людям, в страну, которая встретила меня с распростертыми объятиями. И как раз в период, когда государство Израиль и Россия отмечают 20-летие дипломатических отношений. Эта дата очень значимая, это значимая дата для государства Израиль, потому что 20 лет тому назад были открыты ворота страны для свободного выезда. И в Израиле сегодня больше 20% населения – это люди, приехавшие из стран СНГ, из бывшего Советского Союза. Это люди, которые стремятся стать израильтянами и становятся израильтянами, но вместе с тем не теряют связь со своей родиной, страной своего исхода. И этот момент очень важный момент, который, на мой взгляд, сыграл большую роль как в политической жизни Израиля. Отношения между нашими странами действуют в разных направлениях. Это и, безусловно, культурные связи, которые отражают и желания, и возможности тех, которые хотят показать все то, что происходит в России. Все театры, все актеры, балет, опера постоянно пребывают в Израиле на гастроли и пользуются всегда большой популярностью. На все залы просто там происходят аншлаги. Что происходит с израильским искусством в России, то и здесь, безусловно, мы пытаемся показать и наши лучшие театры, и театр, который, кстати, был основан на силах тех людей, которые приехали в страну 19-20 лет тому назад. Это театр Гешер. Гешер – это мост. И как раз вот этот театр-мост, Гешер, является тем мостом, который наводит культурные связи. Несколько раз уже бывал на гастролях как в столице, так в Санкт-Петербурге совсем недавно. А также мы говорим о том, что связи с Россией – это не только Москва и Санкт-Петербург, это и периферия. И у нас довольно хорошие отношения и в Томске, у нас хорошие отношения и в Казани, у нас выстраиваются отношения и в других регионах России. Причем, если я сейчас говорила о культурных отношениях, то, мне кажется, стоит поговорить и о том, что многие израильские фирмы, как Хайтека, так и оптики, так и, может быть, стоит отметить косметическую отрасль, которая действительно очень популярна не только в России, но и вообще во всем мире. Мы можем говорить о взаимоотношениях, которые уже выстроены на базе частных фирм, но тем не менее мы стремимся и к каким-то межгосударственным соглашениям, и в этом плане также все время есть диалог. Если мы коснемся такой важной темы, как туризм,
Тема туризма, мне кажется, одна из главнейших тем, которая связывает обе страны. Иерусалим, святой город, город всех религий, притягивает паломников из разных стран мира, естественно, из России и всех регионов бывшего Советского Союза. Но я остановлюсь только на цифрах, которые, на мой взгляд, являются просто уникальными. Потому что за последний год количество туристов, если сравнивать с предыдущим годом, тем же периодом, возрос на 46%. И к концу года мы надеемся, что количество туристов, которые прибудут из России, составит 550 тысяч человек. Это включает и христианский туризм, и лечебный туризм, и просто отдых. Вот сейчас начинается зимний период. Как раз Израиль – это та страна, которая может обогреть человека солнцем, морями, которые существуют, и Красное море, и Мертвое море. И это очень притягательно для российских туристов. Экономическая сфера. Сфера очень важная. Сфера, которая, безусловно, требует расширения и увеличения объема, но тем не менее, Израиль закупает в России сырье для обработки алмазов. Некоторые российские фирмы выигрывают тендеры и участвуют в проектах, которые проводят в Израиле. Один из таких проектов – это проект строительства скорой железной дороги, которая будет соединять Тель-Авив с Иерусалимом. Это проблема, которая существовала в нашей стране долгие годы. Довольно развитая сеть железных дорог, но между Иерусалимом и Тель-Авивом из-за сложности географической, гористой, были сложности. И вот теперь как раз российская компания выиграла тендер и будет совместно с израильскими рабочими прокладывать железную дорогу. Мы также прослеживаем положительные тенденции в участии российских фирм в разных других тендерах и в разных других проектах, о которых, безусловно, можно расширить разговор, но тенденция присутствует, и это самое главное. Хочу отметить и тот факт, что 20-летие дипломатических отношений между нашими странами Израиль начинает отмечать уже в ближайшие дни, то есть 8 ноября. Я уже рассказывала об этом в средствах массовой информации, но очень важно отметить, что в этой конференции с российской стороны будет действительно присутствовать Сергей Михайлович Миронов, с израильской стороны будет присутствовать министр иностранных дел, дочь самого Бовина, его внук, будет засажено дерево в его память в роще. Это традиция в Израиле.